Ne Serhat'ı bıçak alırım eline bırakırım, ne de buradaki hayatı yaşarım. Kim gönderdi seni? Serhat'ın beni affetmesi lazım. Kim niye böyle bir şey yaptı? Öğreneceğiz Melik. İnşallah ölür. Kimmiş o inşallah ölür dedin? Kafanı dik tut. Bizi başsız bırakma. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Третий выпуск «Халефа» начался со смерти, которая вызвала резонанс во всей деревне. Смерть Бекира Аги была не просто похоронами, это было крушение глубоко укоренившегося порядка в деревне, потрясение власти, которая держалась годами. Его успокаивающее дыхание вызвало бурю в сердцах тех, кто остался. Серхат, в частности, взял на себя бремя прошлого и будущего с этой смертью. Потому что отсутствие Бекира Аги было не просто пустотой, это была расплата, которая ляжет на всех. В глазах Серхата была глубокая печаль. В нем тоска, смешанная с обидой, отчаяние, смешанное с гневом. Его внутренний мир шепчет зрителям вопрос: на кого я опершусь? Неужели я обязан нести бремя этих корней? Это состояние души делает преданность Серхата Мелек еще более очевидной. Ведь Мелек была для него не просто возлюбленной, она была его единственной отдушиной. Однако Мелек в этой серии проявила себя как смелая женщина. Она осознала тьму, гнетущую Серхата, и указала ему путь. Ее предложение «давай оставим все позади и вернемся в Стамбул» было не просто побегом, но и надеждой на новое начало. Решимость в ее глазах выражала уверенность в чистой любви. Для Мелек Серхат был не просто мужчиной, он был единственным, кто создал ее сердце. Именно поэтому она рискнула убежать от корней, потому что верила в легкость любви больше, чем в тяжесть корней. Но сердце Серхата разрывалось надвое. С одной стороны невинная любовь Мелек, с другой кровавое наследие корней. Он не мог уйти, потому что, сделав это, он оставил бы позади не только землю, но и память о своей семье, наследие Бекира Аги и безмолвный, но сильный зов деревни. Эта дилемма была запечатлена на лице Серхата, отчаяние человека, который, с одной стороны, хотел уйти, но с другой, не мог освободиться от своих цепей. По мере развития эпизода игры Ашира и Йылдыз становились все более очевидными. Ашир следил за каждым шагом Серхата, тщательно рассчитывая, как не допустить его к Мелек. Согласие Йылдыз на этот план мешало Мелек и Серхату. Зрители испытывали смесь гнева и отчаяния, наблюдая за тем, как за их спинами плетется паутина. Чистая любовь Мелек и Серхата угасала под тенью жадности и интриг, окружавших их. Однако в этой серии Султан оказался в центре этого противостояния. Он пережил момент, когда тайны, которые он скрывал годами, больше не могли быть сокрыты. Появление Севди обрушило тьму прошлого на лицо Султана. Ее взгляд обнажил хрупкость равновесия, установившегося годами. В панике в глазах Султана зрители увидели возможность краха всего миропорядка, построенного на корнях. Севди не просто давила на Султана, она открыла дверь к корням и для Мелек. Она призвала его встретиться с тенями прошлого. Этот призыв ознаменовал новое путешествие в душе Мелек. Ведь Мелек, которая подумывала покинуть деревню ради своей любви, теперь была вынуждена столкнуться со своими собственными корнями. Хотя ее сердце принадлежало Серхату, слова Севди повергли Мелек в глубокий страх. Однако Акиф стал скрытым волком в этой серии. Его желание заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти Бекира Аги, приводило его в ярость. Каждый его шаг был направлен на то, чтобы помешать Серхату и Мелек быть вместе. Его стремление к власти ожесточило сердце Акифа. Зрители увидели не только силу, но и жажду мести в его глазах. По мере развития эпизода внутренний голос Серхата становился все более слышимым. Глубокий конфликт между мыслями: если я разорву эту цепь, я буду свободен с Мелек, но как я буду смотреть в лицо своей семье, и если я не разорву эту цепь, я потеряю Мелек, завел его в тупик. Этот тупик пронизывал каждую сцену серии. В финале Серхат решительно выступил против своей семьи. Он решительно встал на сторону Мелек. Слова «Мой путь ясен. Я не откажусь от Мелек».
«Она будет моей единственной женой» были не просто признанием в любви. Они также были вызовом неписанным законам деревни, ее корням и всем препятствиям. С этими словами зрители увидели, как Серхот встал на путь невозврата. Третья серия заставила зрителей ощутить одновременно тяжесть тяжелой утраты и сопротивление великой любви. Пустота, образовавшаяся после смерти Бекира Аги, обнажила намерения, сердце и амбиции каждого жителя деревни. Любовь Серхота и Мелек сияла, как маяк надежды, но в то же время стала объектом самых суровых нападок. По мере того, как амбиции Акифа, интриги Ашера и Елдыс и тайны Севди сливались воедино, темная сторона деревни становилась все более заметной. Послание финальной сцены было ясным: отныне эта любовь не будет просто делом двух сердец. Начнется еще более кровавая и мучительная борьба, омраченная корнями, прошлым и кровными узами. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.